Всем привет! Вы на канале Вкусная домашняя история, и с вами я, Светлана Наумова. Сегодня мы готовим супер легкий, очень вкусный творожный десерт. Нам потребуется абсолютный минимум продуктов. Приготовить его легко и быстро. Я беру творожок 300 грамм. Это может быть 5 или 9% творог. Еще мне потребуется 180 мл ряженки, 3 столовых ложки сахара и 20 грамм желатина, который я уже залила холодным молоком. Для этого я использовала 150 мл холодного молочка. Желатинчик уже набух, и сейчас я распущу его на водяной бане. Но прежде мне нужно соединить сахар, ряженку, немного ванильного сахара и теперь миксером превращаем это все в однородную массу. Ну вот и все, основа для нашего десерта готова. Осталось распустить желатин. Ставим желатин на водяную баню и ждем, когда он полностью растворится. Самое главное, друзья, нам не допустить того момента, когда желатин может закипеть, можно все испортить. Ну вот и все, желатин растворился, можно заливать его в творожную основу. Выливаем желатин в творожную основу. Еще раз пройдемся блендером. И самое приятное, приступаем к раскладке десерта. Чтобы он не получился слишком скучным, я решила немножко его украсить. Я беру силиконовые формочки и использую кондитерскую посыпку. Небольшие кусочки мармелада. Немного звезд. Немного сердец. Ну а формочки для капкейков я решила использовать печенье Орео. Ну что ж, приступаем. Формочки для капкейков я наливаю буквально на дно пару ложек. И теперь Орео. Ну вот и все. Осталось отправить наш десерт в холодильник на 2-3 часа для того, чтобы он как следует застыл. Пора доставать наш десерт из формочек и начинать пробовать. А в этом десерте большое поле для фантазии. Можно его украшать свежими ягодами. И просто вылетает из формочек. Ну, теперь посмотрим, что же получилось в наших сердцах. Я думаю, что десерт абсолютно достоин того, чтобы его приготовить на День всех влюбленных. Мариш, хочешь попробовать? Да. Я знаю, ты очень любишь сердечки. Ну что ж, я думаю, главный эксперт одобрил десерт. Я думаю, что это можно и вечером подавать к чаю, а особенно и утром на завтрак. Деткам очень полезно. Особенно тем, кто не очень любит есть творог. Такой десерт в самый раз. И
вкусно. И вкусно. Если вам понравился мой рецепт, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Молодцы. Все. Это правда вкусненько. Конечно. Я вот это понравилось. Я буду доедать. Хорошо. Вот.